Это произошло в прибрежном городке. Над улицами низко висели тяжелые тучи, и внезапный ливень грозил перерасти в настоящее наводнение. Молодая женщина по имени Лия торопливо шагала по мокрому тротуару, почти бежала, прижимая зонт так низко, что едва видела дорогу. Потоки воды били по ткани зонта, прорываясь к ее одежде. Лия мельком оглядывала перекрестки, чтобы не сбиться с пути, когда вдруг заметила под ногами крошечный темный комочек с хвостиком. Сначала она решила, что это крыса. Но странно, не убегает. Наоборот, сидит и едва покачивается из стороны в сторону. Маленькое создание было полностью промокшим, голова почти не поднималась, глаза были закрыты. Лия уже хотела пройти мимо, но сквозь шум дождя услышала тоненькое ми и едва различимое жалобное мяуканье. Только тогда ее осенило. Это не крыса, а крохотный котенок, и, судя по всему, только-только появившийся на свет. Он дрожал от холода, был слепым, а высохшая пуповина все еще тянулась вдоль живота. Что делать? Лия понимала, заменить ему мать она никогда не сможет. Но и оставить его умирать на холодном, залитом дождем асфальте, для нее было немыслимо. Так малыш оказался в ее доме. Лия аккуратно вымыла его, завернула в полотенце, согрела и стала кормить. Она дала найденышу имя – Орфик. Первые дни приходилось по капле вводить молоко из пипетки и маленького шприца, а позже учить его лакать из блюдца, предварительно смазывая ему носик капелькой теплого молока. Прошло 12 дней. Орфик весил всего около 100 граммов и все еще не мог открыть глаза. Но когда это наконец произошло, Лия невольно ахнула. На нее смотрели нежные, удивленные глазенки, такие чистые и трогательные, что сердце сжалось от умиления. А шерстка у котенка оказалась необычного, редкого оттенка, словно серебристого, и от этого он казался еще более очаровательным. Лия старалась всей душой, согревала, кормила, следила за каждым его движением. А Орфик отвечал ей преданностью, тихим мурчанием и уверенным набором веса. Он, наконец, научился есть сам, рос крепким и смышленым. К 9 неделям Орфик уже весил почти килограмм. Лия играла с ним, ухаживала за ним, и с каждым днем все яснее понимала, их связывает не просто забота и не просто дружба. Это было нечто гораздо более глубокое, будто однажды спасенная жизнь навсегда связала их судьбы.